Привет! Меня зовут Рина, и я замужем за колумбийцем. Hello, Brian! Welcome to my channel! После того, как мы последний раз встретились с друзьями, и я услышала 6-ю шутку за неделю про нелегальные вещества, про наркобаронов и вот это вот все вот это вот, я решила, что пора... Да. Я решила, что пора снять это видео. Скажу по секрету, что самое нелегальное вещество в нашей квартире — это сахар, потому что Брайан ест очень много сахара, а я ему не разрешаю. Последний раз, когда я уехала в Питер, он съел 140 маленьких шоколадок за 2 дня. Чтобы вы понимали, это... 3 дня. 3 дня. 2 дня. 3. 8000 калорий и килограмм сахара. Еще раз. Ну, недалеко до диабета, как говорится. В общем, Kids don't do this. мы подготовили несколько пунктов, в чем особенность жизни нашей, скажем так, с Брайаном, и расскажем вам сегодня все. Так что, поехали! Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Yeah, my favorite topic. Брайан рассказывает всем в Колумбии, что я ничего не ем. Да. Это его любимая еда — рассказывать It's true. всем, что я ничего не ем. И что я ем только суши. Да. Это неправда. Это каждую неделю. Но это неправда. Это каждую неделю. Ну да, я ем очень часто суши. Я очень люблю суши. Это одно из моих самых любимых блюд в мире. Но, Especially when she's sad, she always wants sushi. но это не главная тема. Главная тема, что мы из разных культур. И поэтому нам очень сложно договориться про еду вообще в принципе. Не только из-за суши. Хотя у нас в России суши — это, знаете, уже такая привычная very тема. popular Все in едят Russia. суши, Yeah. и все хотят суши. То есть ты говоришь: о, давайте суши, все такие: йоу, да, давайте. Yeah. Понятное дело, что в Америке тоже, потому что Брайан прожил большую часть жизни в Америке, и там тоже суши не особо популярная штука. Нет, пицца, бургеры, Пицца, бургеры. хот-доги. Мгм. И плюсом ко всему, он из латиноамериканской семьи, поэтому для них основная еда — это рис и фасоль. А я не люблю ни рис, ни фасоль. И для того, чтобы нам готовить какой-то ужин, нам нужно постоянно спорить. Брайан хочет рис и фасоль всегда. Не Я- всегда. Почти всегда. Это не всегда. Просто потому, что я очень редко ем фасоль и рис. И Фасоль и поэтому ты часто хочешь, Рис. потому что мы никогда не едим. рис. Да, это потому что... А я никогда не хочу. Я не люблю... Вернее, как? Я могу есть рис, я могу есть фасоль, потому что суши — это рис. Там же я ем рис. Вот. Но я не очень люблю, и я не очень хочу. И в итоге мы едим пасту. Всегда практически едим пасту, потому что это то, что и туда вписывается, поэтому это, наверное, самая наша частая еда. Что еще мы едим? I don't know, but I always ask you, what are you going to eat in Colombia? Да. And I will think, I mean, you always tell me, oh, I will eat some things, Что-нибудь, whatever. да. But I think you will be miserable in Colombia. У меня And you тоже will есть not be такое able to ощущение. live. Потому что сейчас We have sushi, but it's not like Russian. Брайан вернулся из Колумбии, и он привез специальную муку, сделанную из кукурузы, приготовленную. У нас в России такой нет, поэтому мы не могли приготовить какие-то колумбийские блюда здесь, в России, потому что просто нет ингредиентов. Но сейчас он привез муку и сделал арепас. Это такие лепешки с сыром внутри, и это считается колумбийский завтрак, да, традиционный Да, завтрак или... ланч. Ну, когда вы хотите. Когда? Но когда хотите. Да. Но завтрак обычно. Обычный завтрак — это вот эти вот арепас и горячий шоколад. У них вообще, в принципе, очень много всяких разных сладостей, конфет, шоколада, кофе. Да? Кофе, да. Да. Конечно. Кофе. Мы не пьем чай. Чай. Вообще? Очень редко.
Я там вообще найду ромашковый чай. Нет, ну, конечно. И вот он привез из Колумбии вот эту вот специальную муку и сделал вот эти вот арепосы, и мне, в принципе, понравилось. То есть такое я есть могу. Я могу есть тортильи. Ну, Это тоже. да, но есть много street food. You already tried. О, да, я пробовала колумбийский хот-дог, и pizza, это было hamburgers просто also, cheeseburgers. божественно. Yeah. Но в целом у нас все равно возникает вот эта вот неопределенность. Я думаю, что Брайан бы намного чаще ел такую еду. Я как-то показывала в одном из влогов, как в Колумбии питаются. Я там показывала такую большую тарелку, там было и мясо. Помнишь, мы ходили в колумбийский ресторан в Майами? Да, бандеха пайса называется. Это рис, еда? Мясо, это еда. Да. Это рис, мясо, картошка, ну, не картошка. Там авокадо, я помню, авокадо. яйцо. Экс. Что-то. Яйцо, да. Банан. Это как Банан, как, ну да. Это не банан. Плантейн. Плантейн называется. На русском плантейн. Да. Fried plantain. Да, жареный плантан. Жареный плантан. Плантан. Pork. Also Да, pork. свинина, да. Это как 7 или 8 Разных еды. разных. Разных- Like 8 things. in the Да, plate. да, 8 Да, да, разных да. вещей в одной Да. тарелке. И это it's also breakfast? Нет. Нет, это обед, да? Это ужин? Ужин или обед. Ну вот, мне нравится вот такое вот разнообразие. Место на карточке закончилось. Возвращаемся. Мы говорили про то, что мне очень нравится, когда в тарелке так много еды, потому что ты можешь выбрать, ну типа, это я могу съесть, а это я не могу съесть. Вот авокадо, например, окей. Да. Картошка, да, вкусненько. Мясо жареное, прикольно. Ой, какие-то странные плантаны там ваши. Ой, это я не буду, спасибо. And this for me is when I first came to Russia, I needed to get accustomed to because some Russian foods or plates, they only have like one thing, like пельмени or блины с мясом. You know, like two ingredients or two different types of ingredients on the plate. Now Maybe you're not accustomed to it. Yeah, now I'm more accustomed. Of course, I love пельмени and I love блинчики and all these things. So it's Но в целом мы в основном едим только русскую еду здесь. Просто потому, что я намного более привередлива в еде. I'm more picky about food. you're way more picky and you're gluten. Да, и мне нельзя глютен. И, кстати, Да. очень круто, что в Колумбии вот эта вот мука, которую Брайан привез, из которой делаются арепы, она без глютена. У нас в России, к сожалению, такой нет. И это не просто обычная кукурузная мука. Обычная кукурузная мука у нас есть, и мы пробовали делать арепас Это- из обычной муки, у нас ничего не получилось. Это pre-cooked. Да, она предготовлена. Короче, неважно. Ну и в основном мы едим русскую еду. Ну, во-первых, ее здесь достать проще. Было бы странно, если бы мы тут готовили из каких-то подпольных ингредиентов колумбийскую еду. Поэтому мы готовим в основном русскую еду. Но что мы будем делать в Колумбии, я не знаю. Что мы будем делать? Я похудею. Следующая штука — это футбол. Футбол у нас имеет место особое в наших отношениях, потому что Брайан любит футбол больше, чем меня. И это правда. Реально правда. И если будет вариант пойти куда-нибудь и что-нибудь поделать вечером, или посмотреть футбол, даже если мы куда-то пойдем, Брайан все равно будет смотреть футбол где-нибудь вот так вот под столом. It's true, I do love football more than my wife, Unfortunately. No, Why? just Why? because in Colombia, football is the number one sport. So my dad, my mom, even my mom is very passionate about football, about the national team, of course, but also she has favorite teams like Liverpool. She likes Liverpool from England, and now I can start talking about football. Я каждый день просто вижу, как Брайан проверяет футбольные новости. То есть это не то, чтобы он просто смотрит игры, он реально смотрит за каждой командой. Вот там есть вот эти вот всякие лиги, он реально смотрит каждая команда, потому что для него важно, там не важно, болеет он за эту команду, не болеет, он все равно знает, кто с кем играл, кто в какой команде, кто с кем игроками обменялся. И
На это уходит столько времени. Вот, короче, мы живем помимо нас двоих и собаки, у нас еще есть футбол. But I think in Russia a lot of people are like this too. В Нет! России тоже. Ну, у нас просто болеют за футбол, но не так, Maybe но your не так family сильно. not. Maybe not your family. Но все равно But не так a lot сильно. of people in Russia Я like раньше думала, что футбол идет какое-то определенное количество времени. Нет. Футбол идет круглый год. И когда мне Брайан сказал, все, футбол заканчивается, я смотрю последние игры, и такой, летом в футбол не играют. А потом он сидит и 1 июня смотрит опять какую-то игру другую. Where did you get this game? Yeah, it's international. Такой, ну, та-то лига закончилась, а новая началась. Типа, а как? Но если вдруг сегодня нет футбола, то он будет играть в FIFA на PlayStation. Yeah. Короче, типа... Yeah, I just really enjoy it. But I think a lot of people in Russia too. У нас в Italy России too. не так. Даже если кто-то есть You guys какие-то have фанаты. У меня есть друзья, которые любят смотреть футбол. Тимур, Кирилл. Они Yeah, любят Тимур. футбол. Но не так, как ты. Maybe Ты yes, maybe yes, obsessed. but you don't know. Ты obsessed with football. Maybe. Maybe. Язык. То, как мы разговариваем, и то, как мы друг друга понимаем. Ну, во-первых, стоит уточнить, я, конечно, много раз отвечала на этот вопрос, но все же мы говорим в основном на английском языке. Родной язык Брайана испанский, мой, понятное дело, русский, но мы между собой разговариваем на английском, потому что у нас у обоих уровень английского очень-очень высок. У Брайана, потому что это его второй родной язык, можно сказать, он всю жизнь прожил в Америке, а у меня это самый высокий уровень языка, то есть на испанском я говорю не так хорошо, вообще практически очень плохо, вот, и проще коммуницировать на английском. Но дело даже не в самом языке, что мы друг друга не понимаем, потому что в целом мы коммуницируем и можем друг друга понять. Дело в том, что у нас, наверное, разные культуры, и я как-то перевести какие-то моменты не могу. When we argue. Когда мы ругаемся, Когда мы ругаемся. это просто какой-то кошмар, потому что, знаете, хочется иногда какое-нибудь такое что-нибудь сказать, а я не могу, потому что я не знаю, как это будет на английском. И когда ты хочешь донести свою точку зрения, и ты начинаешь злиться, у тебя там агрессия уже подступает, и ты хочешь что-то сказать или что-то объяснить, а ты просто не можешь. Ну, я могу. А я не могу. И такая вот фрустрация. Нет, я знаю, я могу на английском, но я знаю, что ты не сможешь, потому что английский ты понимаешь, и ты очень хорошо говоришь по-английски, но ты все еще не знаешь много, a lot of words. Много слов. Да. Много слов. Поэтому ты не сможешь сказать, что ты хочешь. И еще есть такая вот проблема, что мой английский, он не идеален на 100%. Я не использую артикли, я какие-то слова неправильно использую. И понятное дело, что в какой-то момент, по началу отношений, это может быть как-то прикольно, классно и интересно, что человек говорит по-другому. Но спустя какое-то время... 6 years, right? We're together already. Да, мы вместе уже 6 лет, 6,5 даже. И вот спустя 6,5 лет вот эти вот какие-то косяки в языке, они становятся, наоборот, такими раздражающими, я бы сказала. I wish after 6 years she would speak, her English would improve. But But it she did. doesn't care. No, of course it improved, but it's still a lot of grammar mistakes. She doesn't care. Мне She just doesn't плевать. care. Я не перфекционист, и мне достаточно того, чтобы меня люди понимали, и достаточно того, что я понимаю людей. То есть я веду диалог, и мне, в принципе, ок, и мне комфортно. Но при этом Брайан не может понять, полностью, полноценно часть меня, потому что я говорю не так, как я говорю по-русски. А когда я говорю по-русски, он меня не понимает, потому что его русский не на достаточном уровне.
И когда он говорит по-английски, я тоже могу какие-то там, ну, понятное дело, что на каждодневном английском я понимаю, но в целом какие-то вот моменты все равно могут проскальзывать, что я не могу полностью его как бы понять как человека, и он не может меня понять как человека, потому что я не могу выразить себя через английский, а он не может понять мое самовыражение через русский. Чума болотная. Это моя мама научила. Да, спасибо. Наверное, когда-нибудь, когда я в совершенстве владею английским, а Брайан в совершенстве владеет русским, мы сможем друг друга понять, но пока нет. Usually we can understand each other. Да, в повседневной жизни, да, но это вот Like все равно... 99%. Да, 99% мы, конечно, друг друга понимаем, но все равно есть вот эта вот какая-то недосказанность, недомовленность, какие-то вот эти вот моментики, которые непонятны. Самое большое отличие от обычной жизни с русским парнем, с русским мужем и с иностранцем — это проблемки с документами, которых у нас просто огромнейшее количество. Самая большая проблема в том, что у меня нет квартиры. Вернее, как, она у меня есть, но она у меня в закрытом городе. А в закрытый город не пускают иностранцев. И поэтому нам все время приходится кого-то просить. А регистрацию нужно делать каждый раз, когда Брайан приезжает в Россию. То есть, например, если мы сейчас захотим поехать куда-нибудь в Турцию, например, то, вернувшись назад, нам снова придется делать регистрацию и снова кого-то просить. Да. А в Колумбии такого нету. Мы еще не знаем, но мы решили... Мы еще не знаем, но думаю, что не будет. Так что сейчас мы решили, что для нас спокойнее и лучше будет поехать в Колумбию. Но мы еще точно пока что не знаем. Но мы решили, что там будет лучше, чем в России. А как там будет, мы узнаем, когда поедем в Колумбию. Ну, конечно, наверное, самый большой плюс, когда вы интернациональная такая пара, когда в жизни появляются какие-то новые вещи, которых не было раньше. Там, например, те же самые арепас, или недавно Брайан привез игру из Колумбии, которая называется паркес. Парчизи. Парчизи на английском. Да, и это какие-то такие вещи, с которыми ты никогда не сталкивался, а для другого человека это привычные какие-то моменты, и тебе уже тоже становится это привычно, и ты привыкаешь, и у тебя разноображивается жизнь. Игра, кстати, очень классная, мы уже поиграли почти со всеми друзьями, осталось несколько человек, да, так это что самая популярная игра приходите. в Колумбии. Да, я люблю русскую еду. Это правильно? Да. How do you say? Я люблю русскую еду. Русскую еду, музыку, культура. Да. Просто я люблю Россию. Да. Это для меня очень-очень интересно. It's very interesting because we're so different. So our cultures, our food, the music, obviously the language, everything. And I know that it might be a problem because I think about this sometimes. We think how our parents will communicate with each other. And when maybe in the future we will have a family or something like this, how it will be, her babushka and dedushka, like how they will communicate with my family. But it's interesting. We will make it work. So I think Maybe they will never communicate. Maybe they will never communicate. Maybe we will always have to be переводчики. Переводчики. We will always have to be. Ну, у меня мама не говорит по-английски. А, например, папа Брайана тоже не говорит по-английски. Да. И как вот они смогут разговаривать, непонятно. It's okay. It will be interesting even for them, not just for us, but for them. So I think it's okay. It's cool. It's interesting. I like it. Ну, это все на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Если хотите больше видео про нашу жизнь, про наше тут путешествие и всякие разные движухи, которые происходят с нами, обязательно пишите в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Я точно, он не уверена, увидится с вами или нет в следующем видео. Я вас очень сильно люблю. Ну, а вы любите себя. Пока. Пока.